Стивен Хокинг родился 14 января 1942 года в Оксфорде, Англия. Его родители Франк и Изабелла Хокинг были интеллигентами и оба работали в научной сфере. Именно в такой атмосфере, наполненной знаниями и стремлением к обучению, прошло его раннее детство. Интересно, что на выбор профессии родителей повлияло то, что они оба пережили Великую депрессию. В семье Хокингов было принято ценить образование, и это прививалось детям с раннего возраста. Стивен с детства проявлял любознательность и любовь к науке. Уже в возрасте 8 лет он начал интересоваться астрономией и физикой. Его отец часто водил его в ботанические сады и на лекции, что позволило мальчику погрузиться в мир знаний. В школе он был не самым отличным учеником, но его любознательность и страсть к науке проявлялись во всем. Его преподаватели вспоминали, что он задавал множество вопросов и не боялся выделяться среди одноклассников. Когда Стивену исполнилось 11 лет, его семья переехала в Лондон. Переезд стал серьезным испытанием, но Хокинг нашел утешение в своих увлечениях. Он начал изучать математику и физику более углубленно. Школа, в которую он попал, была известна своими строгими требованиями и высоким уровнем образования. Однако Хокинг не всегда удавалось соответствовать ожиданиям, и он часто чувствовал себя не в своей тарелке. Тем не менее, его невероятная способность к абстрактному мышлению и решению сложных задач привлекала внимание преподавателей. К сожалению, в возрасте 17 лет Стивен столкнулся с серьезной проблемой. Ему диагностировали амиотрофический латеральный склероз, что стало настоящим шоком для всей семьи. С этой болезнью врачи предсказали ему не более 2-4 лет жизни. Но, несмотря на этот диагноз, Стивен не сдался. Он продолжал учиться, поступив в университет Эдинбурга, где начал свой путь к великим открытиям в области космологии и физики. Его страсть к науке лишь усилилась после неожиданного диагноза. Хокинг стал известен благодаря своей настойчивости и упорству. Его стремление к знаниям и желанию понять законы Вселенной не уменьшилось, даже несмотря на ухудшение здоровья. В этом контексте его ранние годы стали определяющим фактором в его жизни и карьере. Стивен Хокинг не только преодолел болезнь, но и стал символом мужества и находчивости. Его уникальная способность реагировать на вызовы судьбы лишь подчеркивает, насколько удивительным был этот человек. Настоящие испытания еще ожидали его впереди, и как он с ними справился, стоит обсудить в следующей главе, где мы погрузимся в необычную школьную жизнь этого гениального физика. Школьные годы Стивена Хокинга стали не менее выдающимися, чем его взрослая жизнь. На новом месте в престижной лондонской школе он столкнулся с серьезными вызовами. Учебный процесс здесь был жестким, а требования к ученикам высокими. В отличие от предыдущей школы, где его любознательность была скорее поощрена, здесь Стивен часто чувствовал на себе давление строгих учебных стандартов. Несмотря на это, его умение мыслить нестандартно и решать сложные математические задачи привлекало внимание учителей. Стивен стремился выделяться, но не всегда находил общий язык с одноклассниками. Его увлеченность наукой и астрономией делала его несколько изолированным среди сверстников, которые не могли разделить его интересы. Однако он продолжал активно участвовать в научных кружках, где обитал круг единомышленников. Именно в этих кружках Хокинг впервые познакомился с такими ключевыми понятиями, как черные дыры и теория относительности. Необычная школьная жизнь Стивена также была наполнена нестандартными событиями. Он стал известен своими эксцентричными вопросами на уроках, что иногда вызывало недоумение у учителей. Однажды на уроке физики он засомневался в том, что гравитация действительно работает так, как это описано в учебниках. Учитель, поначалу расстроенный, впоследствии был поражен тем, как Стивен смог объяснить свои мысли, используя логические рассуждения. Несмотря на своеобразие, Стивен начал завязывать дружеские отношения с некоторыми учениками. Их поддержка и интерес к его увлечениям помогли ему более уверенно ощущать себя среди сверстников. Но вскоре, когда болезнь стала проявляться более явно, Стивен стал испытывать еще больше трудностей в общении. Его физические ограничения начали сказываться на его учебе и социальной жизни. Параллельно с учебой Хокинг увлекся научными проектами, где показывал свои навыки. Он участвовал в различных конкурсах и выставках, демонстрируя свои идеи и разработки. Это дало ему возможность не только проявить себя, но и завести знакомство с потенциальными менторами и единомышленниками. В этом процессе он получил не только поддерживающие отзывы, но и возможность развить свои идеи дальше. Ситуация с его здоровьем становилась все более серьезной, но это лишь усиливало его стремление к знаниям. Стивен Хокинг находил утешение в учебе и исследованиях, что становилось для него настоящей отдушиной. Он преодолевал трудности, и каждый шаг вперед давал ему уверенность в том, что он сможет достичь чего-то значительного в своей жизни. Таким образом, школьные годы Стивена Хокинга стали настоящей лабораторией для его ума. Они формировали его как личность и как ученого, закладывая основы для будущих открытий. Однако впереди его ждала новая глава, полная испытаний, в которой он столкнется с физическими ограничениями и найдет в себе силы для борьбы. Как именно он справился с этими вызовами, расскажет следующая часть его удивительной биографии.
Стивен Хокинг, достигнув юношеского возраста, впервые столкнулся с настоящими чувствами, которые оказали значительное влияние на его жизнь и карьеру. Его первая любовь, Джейн Уайлд, появилась в его жизни в тот момент, когда ему нужно было больше всего поддержки и понимания. Это была непростая история, начавшаяся во время его учебы в университете Эдинбурга. Глубокая связь между ними не только варьировалась от романтических переживаний, но и оказывала решающее влияние на его карьерный путь. Джейн была не просто первой любовью Хокинга, она стала его союзником в самые трудные моменты. Их отношения начались с дружбы, которая постепенно переросла в нечто большее. Вместе они проводили часы, обсуждая идеи, которые позже стали основой его научных открытий. Джейн ощущала страсть Стивена к науке и поддерживала его в стремлении к знаниям. Она понимала, что этот молодой человек с необычным способом мышления имеет потенциал сделать что-то поистине великое, и было важно дать ему необходимую поддержку. Когда Хокингу поставили диагноз амиотрофического латерального склероза, Джейн не отвернулась от него. Это был тяжелый период, полный страхов и неопределенности, но она решила остаться рядом, несмотря на все трудности. Их отношения стали для него источником силы, когда он сталкивался с физическими ограничениями. Вместе они преодолевали все преграды, и это сплочение позволило Стивену не только продолжать учебу, но и сосредоточиться на своих исследованиях. Параллельно с развитием их отношений, Хокинг начал делать свои первые шаги в научной карьере. Воспользовавшись поддержкой Джейн, он справлялся с вызовами, которые ставила перед ним болезнь. Его исследования в области космологии становились все более заметными, и это не оставалось незамеченным. Первые статьи и работы, которые он публиковал, вскоре привлекли внимание научного сообщества. Он начал закладывать основы своих последующих открытий, связанных с черными дырами и теорией относительности. Однако, несмотря на успехи в науке, личная жизнь Хокинга не была безоблачной. Как и многие молодые пары, они сталкивались с трудностями. Болезнь Стивена накладывала отпечаток на их отношения, и иногда Джейн чувствовала себя перегруженной. Но, несмотря на это, их любовь оставалась крепкой. Они заключили брак в 1965 году, и это стало важным шагом в жизни как Стивена, так и Джейн. Их союз стал символом стойкости и преданности, а также ярким примером того, как личные чувства могут влиять на профессиональные достижения. Джейн поддерживала его везде, на научных конференциях, в лабораториях и даже в повседневной жизни. Она помогала ему справляться с медицинскими процедурами и обеспечивала эмоциональную поддержку, когда это было необходимо. Стивен и Джейн не только вместе строили свою жизнь, но и развивали научные идеи, которые изменили мир. Их история любви продемонстрировала, как можно преодолевать трудности благодаря поддержке и пониманию. Но впереди их ожидали новые вызовы и серьезные испытания, которые могли навсегда изменить их судьбу. Как это повлияло на их отношения и научную карьеру Стивена, мы узнаем в следующей главе, где речь пойдет о его борьбе с болезнью и о том, как он продолжал работать, несмотря на все сложности. Стивен Хокинг, столкнувшись с диагнозом амиотрофического латерального склероза, не собирался сдаваться. Несмотря на предсказания врачей о том, что ему осталось жить всего несколько лет, он решил бороться. Эта борьба не только определила его личную жизнь, но и сделала его одним из самых известных ученых в мире. С момента, когда ему поставили диагноз, Хокинг показал, что физические ограничения не могут остановить интеллект и стремление к знаниям. Стивен продолжал учебу в университете Эдинбурга, несмотря на ухудшение состояния. 18-летним юношей он уже понимал, что его тело подводит его, но это не помешало ему сосредоточиться на науке. В его окружении находились преподаватели и друзья, которые поддерживали его в трудные времена. В это время Хокинг начал работать над своей диссертацией, которая впоследствии стала ключевой для его карьеры. Он погружался в изучение космологии, особенно в вопросы, связанные с черными дырами и теорией относительности. Процесс написания работы стал настоящим испытанием. Каждое новое слово давалось Стивену с трудом, но он не сдавался. За годы болезни он научился использовать специальное оборудование для общения и написания. Высокие технологии того времени не могли обеспечить полноценную поддержку, но Хокинг нашел способы адаптироваться. Хотя его двигательные функции были ограничены, он использовал свою умственную силу и упорство, чтобы продолжать исследования. Стивен проводил долгие часы в библиотеке, изучая работы других ученых, и вскоре его имя стало говорить само за себя. Одним из его первых значительных достижений стала работа о черных дырах, в которой он предложил концепцию, что черные дыры не абсолютно черные, а излучают радиацию. Это открытие, известное как радиация Хокинга, стало прорывом в физике и дало новый толчок к исследованиям в области квантовой механики. Несмотря на все трудности, Хокинг не только продолжал учиться, но и активно участвовал в научных конференциях. Он презентовал свои идеи коллегам, которые поражались его упорству и глубине мыслей. Вскоре его работы начали получать признание, и он стал одним из ведущих ученых своего времени. Публикации в научных журналах и выступления на конференциях только укрепляли его авторитет в научном сообществе. Стивен Хокинг также стал известен благодаря своей способности к общению.
Он использовал синтезаторы речи, которые позволяли ему делиться своими мыслями с миром. Его голос, хоть и механический, стал символом борьбы и стремления. Хокинг начал получать приглашения на телевидение и в радиопрограммы, где делился своими открытиями и взглядами на космос. Но даже на пике своей карьеры он сталкивался с постоянными медицинскими проблемами. Каждая простуда или инфекция становились для него серьезными испытаниями. Хокинг проходил множество сеансов реабилитации, чтобы поддерживать свои физические функции, а также работал с медицинскими специалистами, которые помогали адаптировать его жизнь к новым условиям. Его настойчивость вдохновляла многих, и он стал символом мужества для людей по всему миру, показывая, что болезни не могут ограничивать человека в его стремлениях. Хокинг продолжал исследовать загадки Вселенной, и каждая новая работа приближала его к разгадке ее тайн. Его жизнь стала доказательством того, что даже в самых трудных условиях можно преуспеть и оставить след в истории науки. Стивен Хокинг не только боролся с болезнью, но и создавал будущее физики. Следующий виток его жизни станет еще более насыщенным, когда он столкнется с новыми вызовами, требующими не только научного мышления, но и личной стойкости. Семейные отношения Стивена Хокинга стали важной частью его жизни и карьеры, поддерживая его в самые трудные времена. Важным человеком в его жизни была его жена, Джейн Уайлд. Их знакомство произошло в университете Эдинбурга, где они оба учились. В тот момент, когда Стивен столкнулся с диагнозом амиотрофического латерального склероза, Джейн оказалась рядом и стала его опорой. Они начали встречаться, и вскоре их отношения стали более серьезными. Джейн понимала его стремление к знаниям и поддерживала его во всем. Их связь привела к заключению брака в 1965 году, что стало значимым шагом для обоих. Семейная жизнь Хокинга и Джейн была наполнена не только счастливыми моментами, но и серьезными испытаниями. Болезнь Стивена требовала внимания и ухода, что иногда перегружала Джейн. Она стала его постоянной помощницей, поддерживая его как в научной деятельности, так и в повседневной жизни. Вместе они справлялись с вызовами, которые ставила перед ними жизнь. Джейн помогала Стивену адаптироваться к новым условиям, находила способы облегчить его повседневные задачи. У них родилось 3 детей – Роберт, Лиззи и Тедди. Каждый ребенок стал важной частью их жизни и источником радости, несмотря на трудности. Хокинг часто проводил время с семьей, и его дети были для него опорой. Стивен стремился быть вовлеченным в их жизнь, участвуя в их воспитании и образовании. Он делился с ними своими знаниями, пытаясь передать свою страсть к науке. Во время общения с детьми он ощущал себя более полным и счастливым, несмотря на свои физические ограничения. Однако с течением времени семья столкнулась с новыми вызовами. Болезнь Стивена прогрессировала, и он нуждался в все большей помощи. Это создавало дополнительное напряжение в браке, и Джейн иногда чувствовала себя перегруженной. Проблемы с общением также начали накапливаться. Несмотря на любовь и поддержку, которую они испытывали друг к другу, напряженность в их отношениях росла. Оба понимали, что медицинские проблемы Стивена оказывают влияние на их семью, и это становилось источником стресса. В конце концов, в 1980 году Хокинг и Джейн решили расстаться, но их развод не стал концом их связи. Они сохранили дружеские отношения, продолжая поддерживать друг друга. Джейн оставалась важной частью жизни Стивена, и он высоко ценил ее вклад в свою карьеру. Несмотря на все трудности, они оба признали, что их совместный путь был значимым и полным воспоминаний. Хокинг продолжал работать и развивать свои научные идеи, получая поддержку от своей семьи. Его дети оставались рядом, вдохновляя его на новые достижения. Стивен находил в себе силы продолжать исследовать вопрос о природе Вселенной, несмотря на физические ограничения. Его семья стала для него источником вдохновения и сил, даже когда он сталкивался с серьезными вызовами в жизни. Семейные отношения Хокинга стали неотъемлемой частью его успеха в науке. Поддержка и любовь, которые он получал от своей семьи, позволили ему преодолеть трудности и продолжать делать открытия, изменившие представление о космосе. Его жизнь была полна побед и поражений, но именно семья помогала ему продолжать двигаться вперед. В его удивительной истории впереди еще много открытий, которые изменят взгляды на физику и нашу Вселенную. Но прежде чем перейти к научным достижениям, стоит заглянуть в мир, наполненный скандалами и конфликтами, которые также сопровождали его карьеру. Стивен Хокинг стал не только выдающимся ученым, но и фигурами, окруженной множеством споров и конфликтов, пронзающих его карьеру. Первоначально его работы в области космологии и теории черных дыр вызывали как восхищение, так и критику среди коллег. В 1969 году Хокинг опубликовал свою первую значимую работу, в которой описал свои идеи о черных дырах и их свойствах. Его концепция, что черные дыры могут испускать радиацию, вскоре вызвала бурные дискуссии в научном сообществе. Противники его теории утверждали, что такие идеи противоречат существующим принципам физики. Конфликт стал особенно острым, когда Хокинг начал отстаивать свои идеи на научных конференциях.
На одной из таких конференций, проходившей в 1982 году, его концепции подверглись жесткой критике со стороны известных ученых, включая Джона Архибальда Уиллера, одного из самых уважаемых физиков того времени. Уиллер считал, что Хокинг ставит под сомнение устоявшееся представление о черных дырах. Несмотря на эту критику, Хокинг продолжал уверенно отстаивать свои мысли, что только подогревало интерес к его работам. Но это были не единственные конфликты, которые охватывали жизнь Хокинга. В 1988 году он опубликовал свою работу о сингулярности в рамках теории относительности. Это вызвало очередной резонанс. Многие ученые начали высказываться против его модели, утверждая, что она не соответствует другим аспектам физики. В процессе обсуждений некоторые из его коллег даже поднимали вопрос о его праве на такие выводы, учитывая его физическое состояние. Это создало дополнительные напряжения в научном сообществе. Несмотря на все противоречия, Хокинг не остался в стороне от общественной жизни. В 1993 году он стал звездой благодаря появлению в телевизионных передачах, что привлекло внимание к его исследованиям. Публикации в популярных научных журналах и выступления на телевидении только усиливали его влияние. Однако это также вызвало зависть среди некоторых ученых, которые считали, что Хокинг использует свою популярность в личных целях. Не все коллеги были против него. Некоторые, как, например, известный физик и популяризатор науки Нил деграсс Тайсон, открыто поддерживали его достижения и идеи. Тайсон подчеркивал, что Хокинг, несмотря на физические ограничения, сделал колоссальный вклад в науку. Однако споры вокруг его работы продолжали нарастать. Критики его теории с каждым годом становились все более активными, что создавало множество новых вызовов. Тем не менее, Хокинг не позволял конфликтам останавливать себя. Он продолжал работать над новыми открытиями, в то время как вокруг него бушевали споры. Каждый новый научный труд становился предметом обсуждения, и Хокинг использовал это как возможность расширить свои идеи и взгляды. Он понимал, что даже в условиях противоречий его открытия могут изменить представление о космосе. Несмотря на вызовы, Хокинг стал символом научной стойкости и мужества. Его работа продолжала вдохновлять поколения ученых, и даже скандалы не могли затмить его выдающийся вклад. Вопросы, обсуждавшиеся вокруг его теорий, лишь подчеркивали важность его исследований. Стивен Хокинг продолжал идти вперед, предоставляя научному миру новые идеи и концепции, которые в дальнейшем изменили представление о Вселенной. Следующая глава откроет еще одну сторону его жизни, где мы узнаем о его увлечениях и хобби, которые помогали ему находить вдохновение среди всех трудностей. Стивен Хокинг стал не только выдающимся ученым, но и фигурой, окруженной множеством споров и конфликтов, пронзающих его карьеру. Первоначально его работы в области космологии и теории черных дыр вызывали как восхищение, так и критику среди коллег. В 1969 году Хокинг опубликовал свою первую значимую работу, в которой описал свои идеи о черных дырах и их свойствах. Его концепция, что черные дыры могут испускать радиацию, вскоре вызвала бурные дискуссии в научном сообществе. Противники его теории утверждали, что такие идеи противоречат существующим принципам физики. Конфликт стал особенно острым, когда Хокинг начал отстаивать свои идеи на научных конференциях. На одной из таких конференций, проходившей в 1982 году, его концепции подверглись жесткой критике со стороны известных ученых, включая Джона Архибальда Уиллера, одного из самых уважаемых физиков того времени. Уиллер считал, что Хокинг ставит под сомнение устоявшееся представление о черных дырах. Несмотря на эту критику, Хокинг продолжал уверенно отстаивать свои мысли, что только подогревало интерес к его работам. Но это были не единственные конфликты, которые охватывали жизнь Хокинга. В 1988 году он опубликовал свою работу о сингулярности в рамках теории относительности. Это вызвало очередной резонанс. Многие ученые начали высказываться против его модели, утверждая, что она не соответствует другим аспектам физики. В процессе обсуждений некоторые из его коллег даже поднимали вопрос о его праве на такие выводы, учитывая его физическое состояние. Это создало дополнительные напряжения в научном сообществе. Несмотря на все противоречия, Хокинг не остался в стороне от общественной жизни. В 1993 году он стал звездой благодаря появлению в телевизионных передачах, что привлекло внимание к его исследованиям. Публикации в популярных научных журналах и выступления на телевидении только усиливали его влияние. Однако это также вызвало зависть среди некоторых ученых, которые считали, что Хокинг использует свою популярность в личных целях. Не все коллеги были против него. Некоторые, как, например, известный физик и популяризатор науки Нил деграсс Тайсон, открыто поддерживали его достижения и идеи. Тайсон подчеркивал, что Хокинг, несмотря на физические ограничения, сделал колоссальный вклад в науку. Однако споры вокруг его работы продолжали нарастать. Критики его теорий с каждым годом становились все более активными, что создавало множество новых вызовов. Тем не менее, Хокинг не позволял конфликтам останавливать себя.
Он продолжал работать над новыми открытиями, в то время как вокруг него бушевали споры. Каждый новый научный труд становился предметом обсуждения, и Хокинг использовал это как возможность расширить свои идеи и взгляды. Он понимал, что даже в условиях противоречий его открытия могут изменить представление о космосе. Несмотря на вызовы, Хокинг стал символом научной стойкости и мужества. Его работа продолжала вдохновлять поколения ученых, и даже скандалы не могли затмить его выдающийся вклад. Вопросы, обсуждавшиеся вокруг его теорий, лишь подчеркивали важность его исследований. Стивен Хокинг продолжал идти вперед, предоставляя научному миру новые идеи и концепции, которые в дальнейшем изменили представление о Вселенной. Следующая глава откроет еще одну сторону его жизни, где мы узнаем о его увлечениях и хобби, которые помогали ему находить вдохновение среди всех трудностей. Стивен Хокинг, помимо научной деятельности, имел и свои тайные увлечения, которые не так часто освещались в общественном сознании. В мире, где каждый шаг был важен, а каждое открытие требовало особого внимания, эти хобби стали для него не только способами отвлечься, но и источниками вдохновения. Одним из его любимых увлечений было путешествие. Хотя физическая нагрузка для него была весьма ограниченной, Хокинг стремился увидеть как можно больше уголков мира. Его интерес к различным культурам и природным красотам позволял ему расширять горизонты, несмотря на физические ограничения. Он часто путешествовал с семьей, чтобы насладиться красотой и разнообразием окружающего мира, что добавляло ярких красок в его жизнь. Еще одной страстью Стивена была музыка. Хокинг был большим поклонником классической музыки и часто слушал произведения таких композиторов, как Иоганн Себастьян Бах и Людвиг ван Бетховен. Музыка служила важным фоном для его мыслей и творчества. Он даже использовал музыкальные произведения как способ расслабиться и сосредоточиться на своих исследованиях. В некоторых интервью он подчеркивал, что музыка помогает ему найти нужный ритм в работе и способствует обсуждению идей с коллегами. Хокинг также увлекался литературой. Он был большим фанатом научной фантастики, что неудивительно для человека, который сам занимался вопросами о природе Вселенной. Книги таких авторов, как Айзек Азимов и Артур Кларк, находили отклик в его душе. Эти произведения позволяли ему не только развивать воображение, но и вдохновляться идеями о будущем, о том, что может быть за пределами нашего понимания. Чтение стало для него источником не только развлечения, но и стимулом для научного мышления. Другим не менее интересным увлечением Хокинга была астрофотография. Он увлекался фотографией звездного неба и часто использовал свои поездки в отдаленные уголки мира для запечатления красот космоса. Эти снимки, сделанные с помощью специального оборудования, помогали ему не только развивать свои навыки, но и делиться красотой Вселенной с другими. Хокинг верил, что подобные увлечения придают смысл его взглядам на жизнь и науку. Со временем, несмотря на физические ограничения, Хокинг нашел в себе силы заниматься различными проектами. Его хобби не только обогащали его личную жизнь, но и помогали поддерживать интерес к науке. В детстве он увлекался моделированием, создавая модели различных астрофизических объектов. Это хобби дало ему возможность визуализировать концепции, которые он впоследствии развивал в своих работах. Не стоит забывать и о его любви к спорту. Раньше, до начала борьбы с болезнью, он увлекался греблей и плаванием, что давало ему возможность поддерживать физическую форму. Хотя эти увлечения стали труднодоступными, он нашел альтернативу в виртуальных симуляторах, которые позволяли ему испытывать эмоции, связанные со спортом, без необходимости физической нагрузки. Хокинг также интересовался технологиями. Он активно следил за новыми открытиями в области информатики и робототехники, что было не только его профессиональной областью, но и личным интересом. Эти знания позволяли ему адаптироваться к новым условиям и находить способы облегчить свою жизнь. В итоге его жизнь была насыщена разнообразием увлечений, которые помогали ему справляться с вызовами и находить вдохновение в повседневной реальности. Таким образом, увлечения Стивена Хокинга были не просто хобби, а важной частью его жизни. Они помогали ему поддерживать связь с внешним миром и выражать свою индивидуальность. Несмотря на физические ограничения, Хокинг продолжал стремиться к знаниям и открывать новые горизонты своей жизни. Эти увлечения стали для него источником вдохновения и сил в сложные моменты. Однако впереди его ждут важные достижения и наследия, которые изменили представление о Вселенной. Стивен Хокинг оставил за собой огромное наследие, которое изменило представление о Вселенной и вдохновило миллионы людей. Его работы, посвященные черным дырам и теории относительности, стали основой для дальнейших исследований в космологии. Самое известное из его открытий, радиация Хокинга, показала, что черные дыры не являются абсолютными пылесосами, а могут испускать излучение, что перевернуло традиционное понимание этих загадочных объектов. Эта концепция была опубликована в 1974 году и вызвала настоящую бурю в научных кругах, заставив многих ученых пересмотреть свои взгляды на природу черных дыр. Важную роль в его научной карьере сыграла книга «Краткая история времени», изданная в 1988 году. Эта работа стала бестселлером и привлекла внимание широкой аудитории к сложным концепциям физики.
Хокинг объяснял сложные идеи доступным языком, что сделало науку более близкой и понятной для непосвященных. Его книги переведены на множество языков и вдохновили целые поколения исследователей, мечтающих следовать его стопами. Однако наследие Хокинга не ограничивается только научными достижениями. Он стал символом мужества и стойкости. Сопротивляясь физическим ограничениям, возникшим из-за амиотрофического латерального склероза, Стивен продолжал развивать свои идеи и делиться ими с миром. Он использовал специальное оборудование, чтобы общаться и работать, что явно показывало его упорство и решимость. Несмотря на все трудности, Хокинг продолжал выступать на научных конференциях, делая свою работу доступной для широкой публики. Стивен также активно работал над популяризацией науки, принимая участие в различных телепередачах и документальных фильмах. Его появление в таких шоу, как «Доктор Кто», сделало его культовой фигурой, способствующей интересу к науке у молодежи. Хокинг понимал, что важно делиться своими знаниями, и использовал свою популярность, чтобы вдохновлять других заниматься наукой. Личность Хокинга была неотъемлемой частью его наследия. Он продолжал бороться с болезнью, оставаясь позитивным и оптимистичным. Стивен демонстрировал, что даже в самых сложных условиях можно достигать высоких результатов. Его жизнь стала примером того, как можно преодолевать трудности и добиваться успеха, несмотря на все препятствия. Хокинг также оставил значительное наследие в образовательной сфере. Он выступал за развитие науки и образования, особенно среди молодежи. Его усилия по популяризации науки вдохновили множество студентов и школьников по всему миру. Стивен часто говорил о важности стремления к знаниям и исследованию Вселенной, подчеркивая, что каждый может внести свой вклад в науку. Тем не менее, несмотря на его выдающиеся достижения, Хокинг оставил за собой и некоторые аспекты, которые остаются под вопросом. Научные споры, которые возникали вокруг его работ, открыли двери для новых исследований, но также окружили его имя и некоторыми критиками. Многие ученые признавали его вклад, но не все согласны с его теориями, что продолжает вызывать дебаты и дискуссии в научном сообществе. Таким образом, наследие Стивена Хокинга не только заключается в его научных открытиях и идеях, но и в том влиянии, которое он оказал на научное сообщество и общество в целом. Его жизнь и работы стали символом человеческой стойкости, мужества и стремления к знаниям. Даже после его ухода из жизни его наследие продолжает жить, вдохновляя будущие поколения ученых и мечтателей.